Сегодня я зачитываю курс лекционный, который заключается в том, что по плану данного лекционного курса он разбивается на фактически 5 встреч. При этом первая встреча – это представление информации по учению, по технологиям спасения гармоничного развития, и достаточно простая такая представительская объяснительная работа направлена на то, чтобы кто пришел прослушать именно первый вот этот курс, он должен понять совершенно простые истины, которые говорят о том, что каждому данный курс доступен. То есть тот, кто приходит на первую лекцию, то есть на первую встречу, у него должно сформироваться именно такое впечатление, и в большей степени он должен это впечатление понять за счет того, что в первой уже встрече будет представлена технологичность определенных позиций управления за счет формирования структуры собственного сознания. На второй лекции будет представлена система управления, за счет того, что используется технология концентрации на цифрах. На третьей лекции будет представлено управление за счет технологии управления, основанных на использовании систем буквенного обозначения информации. То есть в этом случае определенные системы, которые мы хотим сделать управляющими, будут представлены как системы, выраженные словесным выражением. То есть человек просто-навсего может выписать цель управления, и работа будет происходить с буквами, с фразами, со словами. То есть речь идет об управлении за счет букв. В третьей лекции будет представлена система управления за счет использования цветов. И в четвертой лекции будет представлена система управления за счет использования звуков и форм. Таким образом, получается, что из 5 лекций первая – это лекция вступительная, где будет объясняться позиции моего учения о спасении и гармоничном развитии, а 4 остальных лекции – это лекции конкретно технологично направленные на развитие и утверждение систем управления и своего сознания. В связи с этим ситуация здесь заключается в том, что непосредственно уже с момента образовательного, который, в общем-то, начинается с первой лекции фактически, надо слушателям представлять, во-первых, такие достаточно понятные и объяснимые позиции, что речь идет о том, что используются во многом известные механизмы с рождения каждого человека, то есть механизмы мышления, и которые, вообще говоря, во многом существуют как бы автоматически, и человек, может быть, не всегда обращает внимание, что это и есть система управления. Во-вторых, что в тех случаях, где нужно, например, дополнить систему управления за счет технологий, которые вы будете преподавать, дальше уже идет система дополнения известных технологий. И здесь речь идет о том, что каждый из преподавателей должен уметь донести эту систему, где человек уже имеет дополнительную систему знаний, то есть то, что ему, возможно, было неизвестно. Здесь начинается основная нагрузка именно на преподавателя, когда он должен суметь, рассмотреть, например, в данном контингенте, который будет слушать в конкретный момент, что конкретно требуется сказать дополнительно, кроме того, что дано как универсальная методика, например, и каким образом объяснить какую-то позицию управления. Потому что этот лекционный курс, он на самом деле является таким пакетным лекционным курсом, когда человек, который приобретает эти знания, еще должен эти знания без искажений передать.
Следовательно, задача преподавателей заключается в том, что вы, во-первых, работаете в большей степени, получается, здесь для других, то есть вы должны конвертировать, преобразовать, так скажем, эту систему управления в систему, доступную для слушателей конкретной аудитории, при этом используя достаточно конкретный текст лекционный, потому что 4 лекции, они будут выписаны в том числе как методические пособия, и вам надо работать в пределах достаточно, во многих случаях, просто изложенного материала. Следовательно, кроме того, что вы будете давать материал, основная задача заключается в том, чтобы создавать управляющие системы, которые данный материал доводят до любого слушателя. И доводит с той целью, что слушатель этот материал разбирает и умеет передать без искажений другим. Это будет образовательная цель, потому что именно в технологиях моего учения заложена обязательная доступность учения практически всем уровням населения, и при этом учение распространяется на то, что человек, получая данную информацию, преобразовывает и, скажем так, физическую реальность либо явно, либо неявно, то есть распространяется на все элементы реальности. Поэтому, когда вы передаете знания, вы должны сразу рассматривать путь передачи данной информации от человека к элементам внешней реальности. На практике это может выглядеть достаточно просто, то есть человек, который имеет такую технологию и направлен, на задачу всеобщего спасения и вечного гармоничного развития, он, имея просто данную информацию в уровне технологического исполнения, проходя, например, мимо, предположим, дерева, если даже он посмотрел на это дерево, он может сделать так, что оно станет более интенсивно расти или может восстановить. Да? То есть взгляд несет информацию, действие несет информацию. Если что-то написал, это тоже несет информацию спасения. И таким образом надо понимать, что речь идет о том, что формируется коллективная реальность, которая реально будет функционировать вечно. То есть речь идет о том, что вы делаете реальность, а не, например, просто преподаете некую информацию, которая используется в следственных аспектах коллективной реальности. Какую-либо информацию, скажем, которая может быть в системе бытового поведения. В данном случае надо рассматривать лекционный курс именно как систему управления и фактически организации такой формы коллективной реальности, которая существует вечно. И при этом во многих трудах моих изложено именно цели и направления данной системы, что каждый человек должен жить вечно в перспективе, скажем, и начиная с текущего момента в своем физическом теле, и это надо объяснять слушателям как технологию, направленную на предотвращение возможной глобальной катастрофы, показав, что ценность тела выше возможности уничтожения, мы таким образом многое ставим на такие позиции, что если, например, есть мысль у кого-то отжать кнопку по управлению ядерными системами для начала войны, то такая позиция, она не даст возможности отжать. То есть коллективное сознание, оно работает так, что сработают так механизмы именно в коллективном сознании, что что-то происходит и кнопка не отжимается. Поэтому именно ценность физического тела в данном веке, в данное время, это тот постулат, который говорит о том, что надо его ценность сделать бесценным и недоступным для уничтожения, этот уровень. В связи с этим, в целом, я, так скажем, в общем рассказал структуру вступительную, которая будет преподаваться вами непосредственно тем слушателям, которые имеют совершенно разное образование, разные, вообще говоря, потребности и разные уровни восприятия. Поэтому здесь основным элементом все-таки является это максимальная простота. Во многих случаях простота может быть выше, чем обычная.
То есть имеется в виду, что в определенных случаях нужно рассматривать процесс именно как процесс целевой информации по простоте доведения информации. То есть, если вы запрашиваете, да, эту информацию, то по возможности посмотрите, что есть простота доведения информации до определенных уровней населения или до определенных уровней управления. Потому что понятие восприятия человека еще заключается в том, что восприятие может находиться на определенном уровне формирования каких-то своих задач, и этот уровень может быть совершенно различный. Поэтому здесь в данном случае простота изложения может быть не в прямом понимании простотой, например, свойственной в школьной программе. То есть уровень простоты доведения материала может быть гораздо ниже обычного уровня простоты доведения материала. Надо это иметь в виду. То есть при этом это не значит, что данный процесс, он это не означает, например, свойство разумности, да, воспринимающего там. Это означает то, что в определенных ситуациях информация реализуется с небольшой скоростью. Но тем не менее эта система может быть даже более, предположим, для определенных систем разумна, да, чем там, где есть высокое быстродействие. Понятие иногда простоты доведения — это учет скоростных характеристик восприятия системы. Потому что считается, например, что чем, может быть, иногда медленнее, да, давать материал, то можно получить высокое освоение данного материала. Такие системы действительно существуют, но иногда, чтобы упростить, надо давать быстро. То есть надо давать идеологический аспект, чтобы не было системы концентрации на отдельных фразах, словах, а человек воспринимал в большей степени духовный аспект. И тогда получается, что это получается просто, но в словах все-таки сказано сложно. И здесь надо варьировать уровень доведения материала путем именно комбинации различных условий управления. И обязательно, конечно, уже в первый же разговор со слушателями говорить, что уже после этой встречи по задачам спасения они должны сделать сразу управление. Потому что по задачам реального спасения человек, получивший минимальный уровень информации, хотя бы даже, например, ознакомившись с фразой, да, по задачам макроспасения, должен уже делать. Следовательно, уже после первой встречи человек может начинать сразу делать управление по самым простым системам, если он, конечно, например, захочет. По крайней мере, надо сказать, что он имеет возможность это сделать. Следовательно, курс, который я сейчас описал, заключается еще и в том, что уже после первой встречи, казалось бы, ознакомительной встречи, человек все равно начинает работать. Либо явно, либо неявно, либо, может быть, даже позже, не сразу после первой встречи, когда он сформируется именно под задачи макроспасения. И поэтому здесь по возможности, конечно, в общем-то, можно приводить какие-то практические элементы управления, ссылаться на какой-то практический опыт, или давать какие-то совершенно простые системы, очень понятные для освоения. И, в общем-то, я думаю, что эта эффективность, она еще может быть увеличена тем, что определенные вещи вы можете, казалось бы, сложные представлять в очень логически понятных системах для конкретного человека. Например, взять простую вещь, что если мы берем 2 плюс 2 это 4, то 4 это уже действие, казалось бы, распространенное в будущее. И если мы имеем переход в будущее от того, что мы сейчас складываем, то получается, что существуют цифры, которые отражают будущие процессы. То есть мы сейчас считаем 2 плюс 2, но мы получаем 4 в будущем. И здесь такой простой пример, он формирует много ассоциаций, что можно сказать, что будущие процессы отражаются в виде цифр, например, да? И постараться дать технологию управления цифрами например, самая простая первая технология — это что управление на конечном предмете действия. То есть человек, если идет в магазин, например, да, купить нужную вещь, то по системе макроспасения
Первая сфера, это сфера макроспасения, да, цифра 1 из всех, и вечное гармоничное развитие. Вторая сфера, он должен выйти из дома, и наконец там какая-нибудь n-ная, да, 10-я, может быть 3-я сфера, 3-е число, это он покупает конкретную вещь в магазине. Тогда ему достаточно концентрироваться только на числе 3. Но при этом он должен понимать, куда он идет. Да? И он получает управление. То есть вот эта проекция будущего в логическом восприятии дает управление. Это очень простая формулировка, но она очень эффективна. Человек начинает быстро ощупать систему через именно макроспасение, что в первой сфере стоит макроспасение, и начинает понимать, что он находится уже вот именно в такой миссии макроспасения. При этом важно доводить до слушателя, что он уже участвует в системе макрорегулирования, потому что есть принцип связи какой-либо информации с любой другой. Его собственная информация, она уже связана все равно со всеми процессами мира, и он на определенном уровне все равно участвует в системе макрорегулирования. В данном случае важно это показать и дать задачу усовершенствовать, может быть, логический уровень контроля над этой системой, уже имеющейся, и развить до уровня подконтрольного управления. Следовательно, это, во-первых, сразу человека привлечет в том, что он, например, ну, действительно так и есть реально, он это узнает и почувствует, что он уже это все делал, даже когда, например, там спал и не задумывался. И вопрос только в том, что он должен сейчас это делать сознательно, значит, потому что существует угроза именно, скажем так, макроуничтожения за счет технологически воспроизведенных систем, там, ядерного оружия и так далее. И кроме того, существует возможность неких внешних, там, глобальных космических тел, которые могут, вообще говоря, приближаться к планете или каким-то образом теоретически воздействовать, например, на Землю, и отклонить их существует возможность часто только лишь управления за счет собственного сознания. При этом желательно приводить аспекты, ну, доказательств, почему именно управление собственного сознания – это приоритетная система. И в данном случае я считаю, что доказать это, ну, достаточно просто в том плане, что если рассмотреть технологический просто уровень развития цивилизации в существующее время, то, например, простой просчет, как бы, есть определенные выкладки по развитию там массы вещества, просто массы даже вещества по отношению ко времени развития. Так вот, удельный вес воспроизводимого вещества, которое начинает еще двигаться, там, да, киберсистема, просто машина даже, начинает от года к году идет с коэффициентом 100 по отношению к весу человека. Ну, такой есть, как бы, вариант. Если, ну, там, например, имеется в виду вся масса, которая начинает человеком быть задействована или может быть потенциально задействована. То есть, например, макровзрыв может отколоть часть планеты, да? И так далее. То есть это идут такие достаточно своеобразные существуют расчеты в этом плане. И получается, что если мы это умножим там, на, например, там, на 100 лет, то задача управления становится уже единственной задачей, когда человек может сохранить, да, собственную массу, там, единицы объема территории, только за счет структуры, когда он за счет своего сознания может в реальном времени, как бы, ну, в общем-то, коррелировать систему. То есть на любом уровне управлять за счет мысли, например, спутником, управлять каким-то сегментом там, планеты и так далее. И вот этот элемент за счет, как бы, киберсистем, особенно, которые, понятие киберсистемы, они уже существуют в плане там быстродействующих микропроцессоров, там, например, но в будущем ситуация такая, что у человека, как бы, реально не остается возможности, предположим, развиваться, ну, обычным линейным, что ли, уровнем, когда он не контролирует сознанием все вот внешние, по крайней мере, процессы. Поэтому вот важно какие-то подобные примеры, если вы будете приводить, может быть, совершенно конкретные там примеры, если он такой достаточно усложненный, там коэффициент 100, он говорит только об общих характеристиках, надо учитывать, что речь идет о том, что управление массой не значит, ну, например, так, только номинально физическую массу.
А, и как я сказал, это возможность, там, предположим, крупного ядерного взрыва, который может отколоть часть планеты, там, это входит условно этот коэффициент тоже. Поэтому, если, этот достаточно усложненный вариант, но он зато точно говорит о том, как развивается система именно техногенного типа. Поэтому какие-то так подобного типа примеры можно приводить и рассказывать, что технология управления и структур собственного сознания – это для перспектив именно вечного развития цивилизации по уже существующим даже меркам является, на самом деле, просто единственной технологией, когда человек сможет реально обеспечить себе, во-первых, выживание, во-вторых, именно реально вечное развитие. Когда вы рассказываете о технологиях, обязательно рассказывайте, что речь идет о том, что надо делать именно так, как делает Создатель. То есть вы должны показывать, что действие ваше направлено именно на созидание по уровню действия, действовать как Создатель. И тогда всем будет понятно, во-первых, очень простая логическая причина в структуре вашего сознания, что раз все существует, сделанное Создателем, то это и есть тот путь, который, просто как бы открытая дверь, которая уже есть. Уже люди живут на уровне, который воспроизведен Создателем. Речь идет только о развитии и действии в направлении целей Создателя. А цель Создателя – это вечная жизнь и вечное развитие всех. Поэтому здесь можно показывать достаточно, кстати, простые технологии именно с этого уровня, потому что, почему простые? Потому что здесь сделанное Создателем, во-первых, существует функционально и часто просто понимаемо, поэтому сопоставление таких, систем дает именно уровень, на самом деле, такой динамичной простоты, но при этом простота это не значит, что в плане, меньшей емкости изложения, или же, например, меньшего уровня управления. На самом деле, часто уровень, простого, это есть уровень максимальной эффективности в управлении для определенного, правда, класса задач. Поэтому здесь надо еще показывать, что, если люди, например, хотят делать упрощение, как я сказал, оно может быть различное, не обязательно просто с точки зрения только изложения, то они должны просто делать для того, чтобы быстрее довести. То есть иногда просто это значит быстрее. Да? А как это сделать? Или явно, или неявно, это уже другой аспект управления. В связи с этим, зная задачи преподавательского состава, собственно говоря, я сейчас уже в этой части следующей лекции расскажу о том, что должно быть представлено в первой встрече. В первой встрече, естественно, можно представить и то, что я сейчас сказал, в том плане, в котором будет целесообразнее, с точки зрения, например, длительности, изложения, вступительную часть, можно ее представлять, о которой я только что сказал. А, собственно говоря, об учении, о целях, задачах, методах реализации и направленности, это я буду говорить уже сейчас. Что будет входить в материал первой встречи? Во-первых, надо сказать, что я создал это учение о спасении и гармоничном развитии конкретно для того, чтобы каждый мог реально спастись и при этом был обеспечен технологиями вечного развития. И он должен действовать так, как действует Создатель, потому что это система, которая показывает именно путь вечного развития. В данном случае я могу сослаться на свой конкретный опыт в работе по управлению, например, излечению от заболеваний. И здесь, действуя так, как действовал Создатель, дает возможность восстановить, например, утраченные органы. И при этом совершенно ясно, что если не делать так, как орган растет, то есть не делать так, как делает Создатель, то орган не вырастает. Следовательно,
очень простой пример, когда действовать надо именно так, как делает Создатель, хотя бы на практике лечения. Не говоря уже о том, что во всех крупных системах, например, для безопасности ядерной станции, следует часто использовать технологию «действует так, как действует Создатель», как технология гармонизации. То есть существует устойчивая, нормальная форма существования реальности, когда ядерная станция не взрывается, и это тоже есть действие Создателя. Когда вы действуете именно так, ядерная станция не взрывается. При этом происходит масса внутри процессов, то есть некий оператор вовремя отжимает кнопку там, сброса, например, энергии и получает, что она не взрывается. А вы действовали всего лишь навсего по гармонизации процесса на уровне нормальной реальности. Поэтому вот это вот действие, именно действуя так, как действует Создатель, является достаточно понимаемым всеми действием, уже, во-первых, потому, что реальность созданная существует, она развивается, и надо по задачам Создателя ее развивать дальше. И здесь надо обязательно понимать, что я ввожу в понятие спасения не только спасение от возможной, например, глобальной катастрофы, но и в том числе личное спасение каждого по ряду собственных задач. Или спасение, направленное на тот уровень спасения, когда для других он может быть не всегда ясен. Да? Это спасение лично каждого по его, например, совершенно только его касающейся задачи. Речь идет о том, что он, когда преодолевает какую-то ситуацию, то он тогда и также спасается. То есть технологичность этого слова, она еще заключена в том, чтобы понимать такой всеобщий статус этого слова. И когда мы говорим о предотвращении возможной глобальной катастрофы, то в данном случае мы говорим о том, что надо просто адекватно реагировать на текущую реальность, и поэтому за действием, которое мы делаем после того, как обеспечен следующий интервал развития будущего, то есть макрокатастрофа не произошла, тогда мы делаем какое-то действие. То есть это необходимый элемент управления, обеспечивание будущего интервала развития. И любая форма реальности, она имеет такой элемент, как необходимый элемент собственного существования. Поэтому то, что мы обеспечиваем себе будущий элемент, это просто необходимый элемент, поэтому спасение от возможной глобальной катастрофы – это минимально необходимый элемент управления. Причем всеобщее, естественно, спасение, потому что сейчас речь идет о том, что если глобальная катастрофа происходит, то это касается сразу всех, просто-навсего может быть разрушена полностью планета. А когда мы говорим о том, что есть возможность разрушения планеты, то с точки зрения идеологии развития Создателя, эта деструкция может быть реально настолько большой, что ведь мир устроен таким образом, что если там радикально разрушается какая-то даже одна из структур, то в принципе реальность вообще преобразуется полностью. То есть для Создателя это совершенно принципиальный вопрос, что не должно быть радикального уничтожения какого-то элемента развития. Вследствие этого речь идет о спасении реально, получается, мира, а не только, например, одной планеты. И поэтому, выполняя эту задачу сначала, дальше уже реализовываются частные системы управления, где есть решение ситуации, что может не являться, например, спасением, просто есть управление по достижению частной задачи управления. А при этом достигается за счет технологий именно вечного развития, потому что вечность развития это есть на самом деле тоже необходимый стратегический элемент в развитии. И здесь именно мое учение построено так, что я каждый элемент развития, каждый элемент информации направляю на то, что он является вечным. То есть каждый элемент, каждое действие является вечным, тогда каждое, получается, созидательно правильное действие является примером или как канонизированной формой для того, чтобы, во-первых, это действие обучало, во-вторых, оно бы было таким, что можно всегда к нему вернуться и использовать как определенный механизм для следующего уровня развития, например, или же просто использовать как обычный уже отработанный элемент управления. Поэтому здесь существует пересечение задач и пересечение целей между различными элементами управления.
И когда мы говорим о том, что там еще есть возможность спастись каждому, ну, именно по как бы истинному смыслу для каждого в плане его истинного понимания реальности, то есть решение ситуации именно для себя, да, когда он именно считает, что это и есть спасение, там, например, личное, некие чисто, может быть, его касающиеся задачи, то это управление подразумевает решение и этих задач. Вследствие этого я сделал так, что вот учение именно о спасении и гармоничном развитии, оно разбито на ряд разделов, значит, которые соотносятся с определенными областями жизни, а истинная цель учения – это довести систему управления на основе собственного сознания, вообще говоря, для всех и до всех областей жизни и во всей системе именно вечного развития. Поэтому здесь те разделы, которые существуют в учении, это, собственно говоря, выделенные мною в практике текущего времени. На самом деле, значит, любые разделы могут увеличиваться там, или бесконечно развиваться, и при этом можно учитывать, что в зависимости от, например, текущей ситуации, мы можем сказать, что значит, разделы, которые существуют в учении, они, во-первых, еще и могут и как пересекаться между собой, так и взаимодополняться. Поэтому я считаю, что особенно детализировать, например, в данном случае как бы сужать рамки разделов не следует, просто надо сказать, что в рамках конкретных разделов существуют определенные на текущее время реализованные технологии, но в данном случае эти технологии, во-первых, они таковы, что в бесконечном развитии они будут развиваться, во-вторых, может быть взаимное дополнение и пересечение функций разделов учения. Значит, по разделам учения следует, например, рассмотреть последовательно такие разделы, как здравоохранение, образование, наука. Значит, при этом имеется в виду, что наука в моем изложении с точки зрения организации всей реальности через сознание человека в определенном аспекте, то есть в авторском изложении, и ортодоксальные системы научного направления в изложении именно моем в плане направления на сознательное вечное развитие. Затем прогнозное управление, потом управление в политике, социологии и экономике, и еще раздел религии. В разделе образования, там в первую очередь я уделяю внимание тому, что система моего учения, относящаяся к образованию, во-первых, такова, что она должна обязательно достигать каждого, так же, как, вообще говоря, и в каждом другом разделе, но здесь задача такая, что достигать каждого за счет того, что кто получает образование, он способен передать без искажений, например, следующему слушателю, который также без искажений может передать дальше, и таким образом бесконечное количество раз. Это такая задача существует именно в разделе образования. В разделе здравоохранения, например, я считаю, что необходимо обязательно прежде всего сказать, так как Создатель может создавать вечное, то надо вводить системное здравоохранение, когда полностью восстановимы все системы человека, вплоть до воскрешения и, вообще говоря, на любом уровне возможна точная и корректная профилактика насчет знаний, информации вперед. Я считаю, что если мы рассмотрим другие разделы в подобном аспекте, то можно, во-первых, сказать, что слушатели сами могут делать самостоятельно выводы, но можно какие-то разделы, например, детализировать. Речь идет о том, что за счет знания и организации процессов будущего можно строить текущую реальность наиболее оптимально, на самом деле не разрушительно, то есть именно реально созидательно. Когда мы рассматриваем, например,
такой раздел, как религия, в моем учении, то речь идет о том, что в религии, во-первых, я не отвергаю какую-либо существующую концессию религиозную, а наоборот приветствую любую созидательную концессию, имеется в виду фундаментальные, например, религии, или же даже какие-то общественные движения, которые поддерживают именно систему созидательного развития, или, например, технологии вечной жизни, но хотя бы созидательный принцип, он является основой для данной концессии. И при этом в своей религии я ставлю задачу развития человека как его личную задачу, где религия и вера это есть одновременно и действие во спасение. Если рассмотреть такой элемент, как наука, раздел наука, то здесь я показываю технологии, прежде всего, такие, с точки зрения моей науки, в моем понимании наука это просто, именно прямая реакция на реальность с целью реального спасения, например, от возможной глобальной, как минимум, катастрофы, и в том числе обеспечение вечного гармоничного развития. То есть это, соответственно, значит такие технологии сознания, такие технологии собственного развития, которые говорят о том, что в науке могут, во-первых, участвовать, получается, все те люди, которые, осознанно идут на то, чтобы именно научно управлять системой реальности, и в этом понимании наука, она такова, что, во-первых, конечно, во многом зависит еще от того, кто преподает, то есть преподаватель, он имеет те знания, которые у него постоянно развиваются, и, научный, работник в этой системе, это тот работник, который постоянно увеличивает свою собственную систему знаний и одновременно передает именно как научные знания всем окружающим, и обязательно с целью, опять же, доступа все-таки до всех. Либо это какие-то приборные технологии, либо это технологии структуризации сознания и так далее. А наука в ортодоксальном изложении это та часть науки, которая существует, но она существует с точки зрения коллективного сознания как изучение следственной части реальности. То есть изучается, например, взаимодействие каких-то элементов физических, и это, я считаю, конечно, хорошо, что позволяет развиваться в определенных позитивных моментах, кроме тех систем, когда изучение начинает быть проблемным, предположим, ядерный синтез и так далее. Здесь существует моя технология научного изложения, которая использует, например, известные ортодоксальные системы, но за счет концентрации и управления возле, например, тех же формул, тех же изложенных концепций, дается управление уже известными системами по их развитию в область вечного созидательного развития. То есть фактически происходит преобразование существующих систем в уровень опять макроспасения, макрорегулирования. Если рассмотреть такую позицию, как управление, например, в политике, социологии или экономике, то здесь в данном случае в управлении в политике я подразумеваю прежде всего необходимость реального понимания политики как системы, обеспечивающей вечную систему развития людей, то есть это значит реальное участие каждого, получается, в политической деятельности, что в принципе на самом деле достаточно несложно при технологиях управления собственным сознанием. То есть предмет голосования это и есть ваше управление, что делает действительно человека реально свободным, он может видеть, как влияет на макропроцессы, и при этом получается, что он участвует в организации так называемой, политической жизни. С точки зрения экономики, это то проявление собственного сознания, когда человек лично знает как свои потребности, так и может за счет элементов предвидения, прямого доступа, прямого восприятия видеть, что нужно изменить в обществе или добавить за счет экономических технологий. То есть его собственная устойчивость на позиции экономических систем, которые его всегда касаются. То есть где-то далеко работающее предприятие
так или иначе касается человека. Поэтому формирование экономического управления здесь происходит как по макроуровню, то есть влияние на определенные формы экономических отношений, так и по собственному уровню. И вот соединение собственного уровня экономических задач с макроуровнем дает достаточно сгармонизированную форму развития, которая подразумевает, что если человек, например, реализует технологии вечного развития, то, соответственно, он вокруг себя распределяет так экономическую среду в информации, что у него действительно существует возможность и место, и время для организации этой системы. И поэтому здесь вводится принцип именно такой специальной экономики, где экономика формируется опять структурой сознания каждого человека. С точки зрения социологии речь идет о том, что человек осознает реальное свое положение в обществе не просто как человек, который пользуется некой жесткой системой социальных установок, а он влияет на социальный спектр, во-первых, как лично и напрямую, по отношению к каждому, в беседах, в своих действиях, например, а также может влиять на социальный уровень в целом, то есть формировать социальный аспект развития общества, например, более четко объявляя задачу, например, тем, кто этого не знает, в полной мере в какое-то время, или же это увеличивая интенсивность задачи по макроспасению для тех, кто уже умеет и так далее. То есть социальное развитие в данном случае это система формирования единого социального общества, которое, во-первых, понимает, что существует задача макроспасения из-за того, что есть возможность макроуничтожения. И, во-вторых, действует единым социальным элементом. Формирование частного и единого, сверхвозможности человека, направленные на решение задач как общества, так и себя. И поэтому в социальном аспекте здесь, коротко, можно показать именно такие задачи. При этом само учение, оно так мной представлено, что существуют просто обычные технологичные элементы управления, которые включают в управление все названные аспекты и задачи, которые или связаны, или действуют независимо, и реализовываются просто по уровню управления. То есть, если, например, делать конструкцию по каждому дню, где вначале именно идет задача именно макроспасения, то сама конструкция, она уже реализовывает эту задачу макроспасения, но при этом человек, когда конструируется, он может уже об этом не вспоминать. То есть действие содержит элемент макроспасения. И именно для задач реализации учения о спасении и гармоничном развитии создан фонд, некоммерческая организация, фонд Григория Гробового, внедрение и распространение учения Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии. И данная организация, она как раз реализовывает системно все задачи по распространению и внедрению учений на территории, так скажем, планеты, то есть в любой точке, куда нужно это учение довести. И структурирована данная организация таким образом, что внутри организации существует возможность реакции по каждому, во-первых, разделу учения. То есть каждый человек, который захочет участвовать в процессе макроспасения за счет возможности своего сознания именно по этой задаче, он может работать либо на общественных началах, либо на каких-то иных условиях внутри, скажем, подразделений, которые именно так и названы в соответствии с разделами учения. И если, например, необходимо развивать какие-то системы, которые, может быть, являются совершенно новыми, то значит это можно также развивать внутри фона, создав именно направления по новым технологиям, которые могут быть синтез-технологиями, объединенными технологиями, и не обязательно они, например, однозначно и четко выражены в каких-то жестких рамках. Поэтому на самом деле внутри фонда можно развивать любое направление
по технологиям на основе собственного сознания, и по возможности здесь надо, значит, организовывать совершенно все уровни реализации, то есть начиная с самого начального уровня, когда, например, внедряется система образования еще до рождения ребенка, и, в общем-то, дальше бесконечно продолжая на уровень установления технологий именно вечного развития, причем реально вечного, а не декларативного. Значит, вследствие этого, в вечных развитии это прежде всего текущее, то есть нормальное, например, здоровье без специальных систем там испытательных, что свойственно, да, для основного уровня населения. И второе, это не допустить, скажем так, какой-либо деструкции по состоянию, например, здоровья. Естественно, не допускать, например, там, разрушения организма. Следовательно, когда мы говорим о системе, адекватной системе по отношению к реальности, речь идет о том, что это обычные мерки, значит, существующих норм здравоохранения, но добавляется еще задача именно развития за счет того, что вы можете, например, за счет своего сознания обеспечить именно вечное воспроизводство как своего организма, так и внешней системы по отношению к вам, значит, кого бы вы хотели, да, восстановить, и так далее. Дальше я бы хотел сказать, что если, например, речь идет о том, чтобы доводить какие-то конкретные элементы по технологиям до, например, до слушателей, то здесь существует еще такой аспект, что есть методы доведения информации, которые не всегда они упираются, предположим, в какую-то систему научных трудов или каких-то там словесных выражений. Есть такой уровень, который, во-первых, подразумевает духовную передачу знаний, и в этом плане надо уметь совершенствоваться, значит, чтобы уметь в процессе обычного словесного образовательного уровня уметь, во-первых, поставить и обозначить цель, что речь идет о том, что мы должны прежде всего обеспечить то состояние духа у человека, которое действительно реально организовывает какое-либо действие, то есть именно действие, например, по предотвращению возможных глобальных катастроф. То есть действие такое, что даже когда он неактивно работает, то он, тем не менее, все равно умеет создать так ситуацию, что глобальной катастрофы точно не происходит. То есть именно то состояние сознания, духа, души, когда человек просто-навсего не уничтожен становится. Поэтому здесь задача именно формирования такой системы, касающейся каждого конкретного человека. Тот, который, например, это может, и тот, который этому учится. То есть здесь надо учитывать, что те, кто учится, они должны находиться все равно в системе. И поэтому здесь еще специальные системы доведения образовательных систем до тех уровней, которые, например, собственно говоря, могут только лишь разово или иногда вначале косвенно касаться именно технологий макроразвития, макрорегулирования вечной жизни. Для этих целей я, считаю, что может реализовываться такой уровень, как искусство, например, то есть произведение искусства или какие-то труды в области культуры и искусства, они могут доводить, например, сведения практически часто буквально за счет, например, образности сразу и содержать именно компонент такого быстрого доступа за счет, например, образа. Если на выставке картин, то, соответственно, построенные в этом плане, именно системы, относящиеся к уровню искусства, они могут передать
образовательную технологию только за счет образа, то есть вот специальное формирование культуры и искусства. И поэтому вот именно в технологиях, как бы в синтез, в объединенных технологиях, в технологиях, где есть направление для развития такой достаточно, может быть, образной части, явно выраженной, как вот, например, там картины, может быть, это компьютерная графика, все, что сейчас свойственно для уровня восприятия, здесь может быть реализован такой раздел, как искусство и культура, именно раздел, который может, например, также создавать высокую скорость, или вообще во многих случаях как бы уникально создавать там какую-то сверхвысокую скорость именно за счет образности представления специальной информации. То есть это, в общем-то, во многих случаях может быть специальное искусство и специальная культура развития цивилизации, где есть возможность объединить в условиях именно культуры развития цивилизации, значит, все позиции, значит, по уровню именно вечного созидательного развития. В одной из позиций входит организация единого государства в мире, где нет границ, нет как бы внутренних конфронтаций, то есть на уровне как по типу федеральных систем могут существовать текущие государства, но при этом они существуют в едином как бы правовом поле, и тогда не возникает необходимости использовать или развивать системы тотального там, ядерного, например, химического или бактериологического оружия. Поэтому значит, задачи культурного развития здесь подразумевают еще и задачи вот в этом плане, понимание истинной культуры, где логические постулаты вечного развития, они являются культурообразующими. Это на самом деле реальное объединение существующих культур в разных странах, государствах по их создательному аспекту вечного развития. И я думаю, что в целом, когда мы говорим о представлении технологии учения, здесь надо говорить о том, что сами технологии, так как они распространимы на все уровни, они, значит, соответственно, таковы, что мы можем в зависимости от того, какой уровень организован и какой уровень, значит, мы можем, например, рассмотреть, значит, в зависимости от этого уровня, что ли, реакции реальности, организовывать как бы соответствующие управляющие системы, которые мы можем либо отнести к какому-то разделу, например, по технологиям учения, или внести в технологию там именно новых разработок. То есть в данном случае надо здесь совершенно все-таки четко по возможности подразделять. Либо мы можем отнести какую-то технологию в какой-то из разделов, либо мы там формируем дополнительную информацию, да, и просто-навсего считаем, что это сначала проходит через систему, например, новых именно технологий, новых разработок, синтез технологий, где часто в управляющих аспектах или это элемент в большей степени культуры, или искусства, или же это, например, наука, это, например, та же религия, часто могут быть объединенные совершенно системы, а дальше уже формируются из новых технологий другие могут формироваться как бы области. Поэтому в задачах распространения учения нет такой, что ли, жесткой системы привязки. Тем не менее, там, где это достаточно выражено, можно привязывать к какому-то одному из разделов. И поэтому, на самом деле, там как бы круг лиц, которые, значит, не обязательно это, кстати, например, могут быть только физические лица, то есть именно люди, могут быть лица юридические, там какие-то музеи и так далее, то есть какие-то юридические организации, значит, которые могут участвовать либо по синтезу уровням, либо по как бы конкретным уровням в задачах именно реализации задач фонда и стыковаться по уровню там, например, совместной деятельности, по уровню совместных проектов, планов, программ. И в связи с этим количество, скажем, тех, кто может участвовать именно в созидательном развитии цивилизации, общества, их количество может быть таким, каким нужно для реализации
систем именно реального спасения. То есть это может быть очень там большое, там сверхбольшое количество. То есть в данном случае мы считаем, что здесь нет каких-то специальных ограничений, что ли, по количеству там параллельных, горизонтальных или вертикальных связей, например, с фондом для реализации именно задач реального спасения и обеспечения технологии вечной жизни. Вот в этой части, скажем так, лекционную часть я заканчиваю в плане, вот, например, первой встречи, затем будет перерыв где-то минут 10-15, при этом мы можем, например, после уже перерыва добавить, собственно говоря, такие уже совершенно практичные аспекты применения, то есть показать, что там мы можем показать на практике, то есть показать труды конкретные, работы, что сделано в области управления системой сознания, например, там работа практика управления путь спасения трехтомник, какие-то работы, связанные с концентрацией на числах, например, восстановление организма человека в концентрации на числах, воскрешение людей, например, да, и вечная жизнь. Потом мы можем, в принципе, какие-то технологии, которые взяты по концентрации на каждый день, наиболее простые, сразу показать, или какие-то брошюры, там, унифицированной системы знаний, например. И, в принципе, сказать, что вот если после того, как есть управление, дано, например, в качестве конкретных примеров дается управление и возникают задачи по их реализации в плане возможных вопросов, то желательно, конечно, было бы уже сразу же показывать, как применять в конкретных ситуациях, то есть показать все-таки несколько систем совершенно конкретно и практично, но уже во второй части после встречи. То есть все-таки в первой части встречи, скажем так, встреча разделена на две части. В первой части показывается общая информация, и при этом она такова, что она доступна и показываются какие-то конкретные элементы все-таки, да, управления, как я сказал, там в случае с проекционной частью числа там, или подобные можно показать системы. В принципе, лучше показать те, которые будут заложены в методике, но объяснить можно более в общем плане. И затем уже понятие объяснить, просто сделать управление, даже часто сказав то же самое, но управление по распространению наиболее эффективному, именно с пониманием основной задачи макроспасения. И затем уже во второй части можно, в принципе, уже дать лучше всего сразу каких-то конкретных примеров, которые сейчас я дам, после того, как мы заканчиваем первую такую большую моночасть. То есть когда преподаватель должен в большей степени говорить об учении, о технологиях в более общих аспектах и в принципе именно на практическую основу, в чем это может конкретно использоваться, как это применяется, какие существуют технологии уже сейчас. Он, взяв человек эту технологию, прослушав, просто даже должен уметь сделать управление буквально сразу. И один из аспектов этого лекционного курса, так как вы делаете просто реальное управление в текущем времени, это основной аспект, что вы даете управление сразу. То есть вы, вообще говоря, за счет лекционного материала решаете их задачи слушателей сейчас, которые у них есть. И поэтому этот курс можно рассматривать еще и как курс управления их событийной системой. То есть их задачи должны благоприятно разрешаться путем понимания задач макроспасения, например, даже в неявном виде. То есть человек после лекции должен либо оздоравливаться, либо у него должны складываться благоприятные направления, которые он запланировал как созидательные. И если он какие-то деструктивные планирует направления, то они должны реформироваться путем понимания задач именно макросистем развития, а в системе вечного развития понятие деструкции — это уже элемент, который, в общем-то, он не существует, потому что там нет
место для реализации как бы, в системе коллективного сознания. Поэтому это можно рассматривать как бы временную форму, которая может быть замещена путем образовательных технологий. И поэтому как бы, здесь ситуация такова, что вот такое простое, понятное объяснение, данное в первой части, оно уже во второй части приводит к тому, что вы показываете, где конкретно, в чем это используется. Потому что люди, которые приходят, они, конечно, хотят сразу получить совершенно конкретную часто помощь. Да? Иногда она явная, то есть за счет лекционного материала, иногда неявная, за счет просто вашего управления.